Всем привет, ребятки! Если вы давно подписаны на канал Virtus.pro, то это место точно вам знакомо. Между собой мы называем его «Дом тысячи составов». Раньше здесь сидели дотеры, потом тут же буткемпились наши кейсеры. И сегодня, наконец-то, отсидев 3 месяца в самоизоляции, мы приехали в гости в этот дом к нашему составу по радуге. Прямо сейчас они находятся ровно надо мной, поэтому давайте поднимемся на 2-й этаж. Слушайте, ну здесь прекрасное пятничное утро, что я могу сказать? Как дела, ребята? Отлично, готовимся, настраиваемся к тяжелому рабочему дню. Расскажи мне о распорядке дня, стандартном вашем. Что делаете? Ну, подъем в среднем у всех там в 12 плюс-минус. Потом пару часов, так сказать, прийти в себя. И потом пару часов начать, так сказать, подготавливаться. Праки в 4, перерыв в час, поесть, там, подышать. И снова праки. Потом уже вечером там каждый чем хочет, тем занимается. Но мы смотрим аниме. Я видела. Чего вы посмотрели последнее? Вот смотрим «Тетрадь смерти» еще. Но что-то пока, нормально вроде, значит, после половины сезона такое. Нормально. А кто байтит-то больше всех на аниме? Ну, вначале начал Паша байтить. Он главный анимешник, потом я начал смотреть. Ну и все, вот мы так сильно смотрим. Хорошо. Перетянулись, так сказать. Друзья, если вы все-таки впервые видите это место, то вы наверняка не знаете, что вот в этом буткемпе есть одна уникальная царская комната. Раньше в ней жил Соло, а теперь в ней живет Аланчик, провожай. Это комната на 3-м этаже с выходом на крышу, ребят. Давай, вперед. Хоба! И мы на крыше, ребята. Комната вообще просто пушечная, я не знаю, что сказать. Ты просыпаешься с видом на город, выходишь просто на башню, смотришь на людей, которые идут куда-то. Ну вообще очень клево. Ну, как просто выход на балкон, но самое четкое, что тут есть, можно спать просто без разницы, какой час времени, ничего не светит. Переключаешь и просто опускаются шторы. Поехали, Руставня у нас вниз. Да. И, собственно, эту же комнату можно сделать полностью панорамной, потому что все окна здесь по такому принципу открываются, но мы сейчас этого делать, конечно, не будем. Вот. А еще у Аланчика есть реальный прям выход на крышу, он может прям открыть, выйти и стоять на крыше. Но он, конечно же, так делать не будет в целях безопасности, потому что вы все боитесь высоты. В общем, да. Но да, салют страшно. смотреть очень удобно. У нас тут Павел на кухне, и у нас тут рейд сейчас будет на кухню. Павел, расскажи мне, пожалуйста, что у вас сегодня на обед планируется? У нас непосредственно деликатесы, в скобочках нет, но они все равно вкусные очень. У нас, значит, будут блинчики с творогом и с мяском, и треугольнички, тоже, я так понимаю, с чем? С ветчиной. Чего же я, забыл? Хорошо, отличное меню. Вот меня интересует вот это что такое? Ну это у нас, значит, табличка, в которой мы непосредственно записываем свои пожелания по поводу еды. Она сейчас пустая, потому что Предпочтение. Да, она только началась, но я думаю, вскоре она будет заполнена, и мы будем кушать очень вкусно. Но тут написано, все равно чуть-чуть написано. Сало? Нет, это пример? Это пример. Да. Сало и первые блюда не ем. Предпочтение. Салаты, каши, красная рыба и другая рыба, мясо, птицы, салаты с сыром. Вторые блюда с сыром. Кто-то очень любит сыр, тот, кто пример писал. Окей. Вероятно. И рейд по холодильнику у нас. Что тут у нас? Рассказывайте, Павел. Ой, я, честно Меню говоря... Александров, как бы две коробки. как бы, естественно, это самые вкусные сырки, не реклама. Что тут греча, рагу, что-то бурый рис, курочка, салатики. Ну, здоровая пища, как бы, мы спортсмены, как бы. Ничего особо не могу сказать. Пепси это не их. Пепси не их, да. Это осталось с прошлых пацанов. Это дотеры забыли. Да. У вас есть такое, что у кого-то там, не знаю, адская аллергия на что-то, кто-то принципиально что-то не ест, Рамзес ненавидит лук, например, или там кто-то не начинает свой день без определенного кофе, или там определенной каши, вот такие, есть какие-то приколы? Ну, я знаю то, что Раска у нас любит кофе, я знаю то, что я не люблю рыбу и грибы, типа я не особо как-то котирую, и я не знаю, типа... Салаты с майонезом мы не очень тоже котируем. Какие молодцы. Майонез это вредно, ребята. Спортсмены я не могу просто с ума сходить. На ЗОЖе все? Нет, конечно. То есть такого строгого ПП, короче, у вас нет, вы просто любите домашнюю вкусную еду, но без крайностей. Да. Мне рассказали, что у вас нет сладкого шкафчика. Как вы вообще без него справляетесь? Это же вообще невозможно. Ну, как-то... Он у нас раньше был, я так понимаю, потом менеджер подумал, типа, ну его нафиг, все тут станут зверями пузатыми, и в итоге шкафчик улетел.
Удивительные вещи. Это киберспортсмены, у которых нет сладкого шкафчика, они не пьют сладкие газировки, еще спортом занимаются. Это какой-то нонсенс вообще. Радуга удивляет меня все больше и больше. Ужас. У нас тут уважаемый человек Артем Шоквейв Айронменович. Расскажи, пожалуйста, об этом вот своем творении, которое ты затеял. Я так понимаю, это долгосрочный проект на руке. Да, Рассказывай. до самого плеча буду бить себе железную руку со всех сторон, то есть будет полный забив, так сказать, пожилой. Но будет больно, долго и дорого. Слушай, ну расскажи, откуда взял идею, чей персонаж был, который тебя вдохновлял? Персонаж был из Marvel, его зовут Зимний солдат Баки, друг этого Капитана Америки. И, ну, он после того, как попал там в беду, у него, скажем так, оторвало руку. Потом его схватили русские, сделали ему железную руку с такой красной звездой. И я себе тоже хочу сделать только не красную звезду, а красную молнию. О, Шоквейв, типа. Да, в стиле Ника. Вот, и мне как-то этот персонаж понравился, но я давно хотел тату сделать себе. И как-то решил, что хочу какую-нибудь кибернетику вот такую, что-то вот. Ну и я понял, просто посмотрел, что ни у кого нет такой татухи, ну вот в стиле полностью железной руки. И решил себе сделать. Буду первым. Сколько сеансов ты уже отходил? Сходил 3. Еще штук, наверное, 9, может быть, 10. Много еще. Что самое болючее? Ну, просто я по себе знаю, что мне, например, больнее контура было. Не, контура вообще лайтовая была. Вот вот когда 3-й раз ходил, уже покраска была, вот отрисовать успели все, что за часов 8. Это 8 часов сеанса. Это все, что успели отрисовать. Ну, классно, слушай. И как бы, ну вот это самое болючее было, потому что много раз по одному и тому же месту проходится. Потому что, чтобы закрасить, чтобы там тон правильно сделать, это еще корректировка все равно будет после. Ну, покраска самое сложное. Но самое больное, я знаю, что будет это внутренняя сторона руки. Да. Вот тут на сгибе ребра у меня чуть-чуть будут. И, наверное, ключица будет тоже самое больное. Ну и, в принципе, все остальное лайтово будет. Я просто знаю, что когда набиваешь татуировку, когда она свежая, еще заживает, рука немножко температурит, немножко опухает. Да. Тебе не мешает это играть? Это же правая рабочая рука. Нет, ну пока не мешает, я же пока внешнюю сторону потом закрасил, а будет потом тут. внутреннюю, вот там уже поговорил. Мне ребята тебя подсдали немножко, что ты на спорте, ты на каче, ты занимаешься. Ну, расскажи о своих тренировках, что ты делаешь. Ну, я где-то занимаюсь, наверное, с ноября, но с перерывами, потому что у меня была небольшая, скажем так, операция там на носовую перегородку, так что приходилось там немножко делать перерывы. Потом то есть сейчас из-за карантина, сколько уже идем карантин? Ну, где-то месяца 3. Да, вот из-за месяца 3, наверное, уже так плоховато занимаюсь, веса немного подсбавил, и, ну, сложно заниматься, когда зал закрыто. А просто отжиматься от пола там и прыгать на скакалке, это как-то сложно. Что, скучно? Скучно. Вы в Virtus.pro уже, получается, пару месяцев, да? Да. Что изменилось с тех пор, как ты стал частью нашего тега? То есть, может быть, отношения людей, отношения соперников, аудитория, может быть, у тебя увеличилась, расширилась, поддержки стало больше. Ну, вот такие вещи меня интересуют. Ну, очень много знакомых знают ВП, и очень много больше людей стало поддерживать, расспрашивать всякого. Ну и, соответственно, да, фан-база увеличилась, люди начали подписываться, это тоже приятно. Насчет того, что я об этом думаю, но, что об этом думать? Мы же в ВП играем, я не знаю. Тём, с тобой хочу поговорить конкретно по игре, по тем нововведениям, которые сейчас появились. Я, насколько знаю, в Радугу добавили новых оперативников, новых героев, которые пока не могут быть использованы в профессиональном режиме, но тем не менее. Как ты думаешь, кто из них прям имба, и кого пофиксить надо сильно? И насколько они вообще могут мету поменять, если их уже введут? Ну, мету 100% поменяют, если их ведут не понерфленными, не зафикшенными. Милуси особенно, потому что у нас не хватает постоянно софт-блича, вообще постоянно. Потому что у нас есть Ягер, который хавает соги, хавает гранаты и так далее. Есть Вамай, который тоже хавает все флешки, гранаты и так далее. И еще очень много щитов в защите. И поэтому Милуси, чтобы вообще все разрядить, скажем так, все отогнать от позиционки других оперативников, надо уничтожать вообще абсолютно все. А так как у нас и щитов дофигища, и Милуси еще, которая уничтожается у нее даже только с софт-бричом, она очень сильно замедлит геймплей опять. Его либо будем банить, если не зафиксит, опять же, либо ее как-то, должны, опять же, пофиксить, либо уменьшить у нее количество гаджетов, либо не знаю, что делать на самом деле. Это уже Ubisoft там решать.
В принципе, вот. Эйс универсальный опер, вообще all-around чел, который просто бегает, хардбричует, софтбричует, есть смоки, которые, опять же, очень полезны в защите. Бывают иногда. Вот. И самый лучший ган в игре у него есть. Понятно, что на праках вы этими героями сейчас не играете, но вы их уже тестите просто в каком-то там Ну, пабе. просто, да, в паблике просто бегаем. Потому что И, там все разрешено. почему бы Ну, нет. на ком тебе сейчас больше всего вот из новых нравится? На Эйс, конечно же. Самый лучший ган в игре. Почему бы нет? Отличный ган, бегаешь, что угодно делаешь. Вообще, универсал. Потом я знаю, что у вас еще произошла замена карты, граница на Орегон. Как ты считаешь, нужно было ее менять или нужно было заменить другую карту? Вообще, граница, она с какого сезона-то идет? Со второго вроде бы сезона, уже долго, и ничего не меняли в ней, уже все мета устоялась, в течение там 3 лет, если не ошибаюсь, одно и то же играется, то есть, мне кажется, да, надо было ее поменять. Орегон новый переделали неплохо, вполне неплохой орегончик, очень много страт можно придумать, и он вообще свободнее стал, то есть можно было очень большое количество, скажем так, Новых тактик, да, типа? новых тактик, там, и вообще свобода действия, и как и защиты, как и атакующих. Вот. А какую бы еще эту карту поменял? Которая Кастлайн, прям наверное. неудобная. Как? Кастлайн. Почему? Она какая-то слишком, я не знаю, вертикальная, что ли. Ну, не вертикальная. Типа у неё- узкая? Она, да, у нее 4 прохода просто на каждом этаже. Ну, просто вот квадрат вот такой. И все, не делать нечего абсолютно на ней. Слишком какая-то зажатая и, не знаю, отвратительная. Тём, ты первый раз появляешься на канале Virtus.pro, до этого почему-то как-то вот не получалось у нас с тобой пообщаться, поэтому зрители видят тебя впервые. Мне очень интересно узнать, как ты пришел в «Радугу», как ты пришел в состав к ребятам, как вы стали единым целым. Расскажи об этом немножко. Ну, вообще, про «Радугу» именно, как и пришел, мне всегда, типа, хотелось играть в что-то хардкорное, скажем так. То есть не что-то казуал, там, не побегать в колду какую-нибудь, там, да, просто вот именно больше, чтобы... Мне всегда нравилось в шутерах, что ты можешь передумать какого-то человека, то есть его переиграть именно не на стрельбе, там, да, а вот именно просто передумать его, скажем так. И «Радуга» это позволяет постоянно делать вообще. Поэтому, как бы, пришел. Сначала, конечно, все не очень было, там, я постоянно наливал с нее, потому что либо она была недоделана, либо просто там мозгов не хватало, скажем так, мне. Вот. Потом ты привык все, и все больше и больше начал узнавать о ней, и больше и больше возможностей начало открываться во время игры, и вообще, в принципе, вот, полюбил ее и начал просто на постоянке играть. Ну а с ребятами как ты? Не помню. Играли, там сначала вроде с Пашей там как-то созвонились, скажем так, и там играть начали в ранке обычно просто, когда еще там ничего фактически не было, никакой нормальной киберспортивной сцены, просто играли в ранкеды. Потом начали потихоньку куфура играть, начали собирать компашку просто вокруг себя и все. Паш, с тобой тоже про «Радугу» немножко поговорим сначала. Недавно объявили новый мажор, рассказали, как он будет проходить. Во-первых, я тебя попрошу рассказать для наших зрителей, как он будет проходить, что это будет за мажор вообще. Но этот мажор будет не как мажор, а как просто финалы Про-лиги или что-то подобие вот этого. Я толком не вникал в нее, не читал, мне просто ребята рассказали, что кто в нынешней ЕУ-лиге вводит топ-4 команды, то они будут между собой соревноваться вот в этой типа мажора. Но он будет в онлайне. Да. А какие у вас, на твой взгляд, основные конкуренты там в этой рубилке? G2, Роги, ну и все, и Нави. Все, если конечно, ребята подсдулись. Ну, мы наравне, может. Так уже. А новые форзы? Ну, новые форзы что? Они пока не в ПЛ. Значит, мы пока соревноваться с ними не можем. Ну и все. А так они стараются, молодцы. Пускай идут дальше к успеху. Ну и все. Назови 3 условия, которые необходимы для того, чтобы команда была на плюс моральки. Хорошие отношения, коммуникация и дружеская обстановка в команде. И это все сейчас у вас есть. У нас больше. Ты тоже у нас первый раз на канале появляешься. Да. Я думаю, все заждались тебя уже очень-очень. Расскажи, как ты оказался в команде, в составе, в «Радуге» вообще, как ты пришел к этой дисциплине? Ну, в «Радугу» я вернулся года 3 назад. Как или вернулся? 2. Ну, я сначала играл в ЗБТ закрытую. Как-то мы с братом смотрели, понравилось. Мы поиграли, потом забросили ее. Потом я начал играть там в КС-очку, в доту пытался пробиться куда-нибудь там, 9 уровень фейса там, да. Потом А докуда ты в доте в докачался? доте, но из-за тиммейтов хороших, пока сидим на 4К. Но сейчас я в доту уже не играю, забил на нее. Так просто. Иногда бывает, 1-2 карточки сыграю. Ну,
потом что-то я вспомнил про Радугу. Играли с другом, он был в команде, что-то мне тоже захотелось. И постепенно. Ну, пошло-поехало. Да. Ну, а помимо игр, чем ты занимался вот до... Ну, до про? этого я занимался баскетболом 6 лет, футболом 4 года, плаванием. Ну и все. Ты нифига себе, ты спортсмен, получается. Прежде всего Не ты до спортсмен, спортсмен. а потом уже киберспортсмен. Да. Ну что, музычка на буткемпе играет, ребятки тренируются, атмосфера рабочая. Я очень рада, что в этот дом вернулась жизнь, вернулась команда, и здесь все как по-старому. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому вы поставите лайк и обязательно напишите комментарий. Я думаю, что ребята их почитают, и им будет очень приятно. Спасибо всем, кто смотрел, и до новых встреч!